Пустыня Атакама, ледники Патагонии, вулканы Анд и Тихоокеанское побережье – все это уместилось в одной стране на юго-западе Южной Америки. Это Чили. Удивительная страна, которая вытянулась почти на 4300 километров с севера на юг, при средней ширине около 180 километров. Десятки мест, не похожих друг на друга, собраны на этой узкой полоске земли между Андами и Тихим океаном. Эта страна полна чудес и загадок, к которым мы сегодня постараемся лишь слегка прикоснуться. Ведь за один ролик невозможно объять необъятное. Город Сантьяго, столичная область. Чилийская столица Сантьяго – это город-амфитеатр, расположенный в долине у подножья Анд. Это главный культурный и экономический центр Чили, где проживает около 7 миллионов человек, что составляет примерно 35% от всего населения страны. Его характер – удивительный микс латиноамериканского драйва и европейской сдержанности. В центре города находится оружейная площадь с превосходными образцами колониальной архитектуры. Она считается ядром исторического центра столицы. В 10 минутах от нее расположен особо непримечательный дворец Ла Монеда. Здание в стиле неоклассицизма изначально строилось как монетный двор. В середине XIX века функционал расширился. Оно стало штаб-квартирой правительства и резиденцией президента. С холма Сан-Кристобаль на город взирает белокаменное изваяние Девы Марии. Добраться до него можно на старинном фуникулёре. Главной наградой в конце путешествия станет превосходный вид на город. Еще именно в столице Чили стоит самый высокий небоскреб Южной Америки – Гран-Торре-Сантьяго. На высоте примерно 270 метров оборудована смотровая площадка, которая считается идеальным местом, чтобы увидеть контраст между современным городом и величественными Андами. Пустыня Атакама. Атакама – поразительное место с невероятными ландшафтами и увлекательной историей. Зажатая между побережьем Тихого океана и западными склонами Анд, она занимает свыше 100 тысяч квадратных километров. Это около 15% площади страны, поэтому многие чудеса Чили, о которых я расскажу в этом видео, расположены именно в Атакаме. Атакама – это одна из самых высокогорных пустынь мира. Ее основная часть лежит на высоте около 2–3 тысяч метров над уровнем моря. Начиная с прибрежных участков, она поднимается на плато Антиплано на высоту более 4000 метров. Дожди здесь редкие гости. Есть районы, в которых их не видели столетиями. Поэтому Атакаму называют еще и самой сухой неполярной пустыней планеты. Несмотря на дефицит влаги, жизнь на этих землях все-таки есть. Бывает даже так, что пустыня зацветает. Чтобы это произошло, нужны обильные дожди. Влага пробуждает семена эндемичных растений, способных десятилетиями спать в сухой почве в ожидании воды.
Так безжизненная пустыня за считанные дни превращается в яркий цветущий ковер. Кроме того, есть и постоянные водоемы. Как правило, это соленые лагуны, питаемые подземными и талыми водами. В таких местах обитают существа, которые стали настоящими символами этого края. Прежде всего, это андские фламинго. Их розовые стаи на фоне белых солончаков создают одно из самых запоминающихся зрелищ в Чили. Рядом с ними на высокогорных плато пасутся изящные викуньи. Дикие родственницы лам с невероятно тонкой и дорогой шерстью, которые считаются национальным достоянием страны. Чуть ниже, в засушливых районах, можно встретить выносливых гуанако, еще одних представителей южноамериканских верблюдовых, способных подолгу обходиться без воды. Среди скал и каменистых россыпей прячутся забавные вискаши, зверьки, похожие на кроликов с длинными пушистыми хвостами, которых часто можно увидеть греющимися на солнце. А на побережье, где холодное перуанское течение встречается с пустыней, гнездятся пингвины Гумбольдта. Также пустыню Атакама называют настоящей астрономической столицей мира, благодаря уникальному сочетанию сухого воздуха, большой высоте и отсутствию светового загрязнения. Бассейн Сан-Альфонсо-дель-Мар. Область Вальпараисо. В городе Альгароба, расположенном на побережье Тихого океана, находится частный курорт Сан-Альфонсо-дель-Мар, прежде всего известный благодаря самому большому в мире бассейну. Он занимает площадь 8 гектаров, а его длина составляет около 1 километра. От Тихого океана Сан-Альфонсо-дель-Мар отделяет узкая полоска пляжа. И возникает логичный вопрос: зачем строить огромный бассейн прямо на берегу? Дело в том, что из-за перуанского течения вода здесь холодная даже в самое теплое время года. Усугубляют ситуацию мощные приливы и опасные течения. Впрочем, в бассейн вода поступает именно из океана. Чтобы купающимся было комфортно, ее фильтруют с использованием минимума химических реагентов и подогревают. Этот гигантский объект был открыт в 2006 году и до сих пор поражает своими масштабами. С высоты он больше напоминает морскую лагуну, чем бассейн, а чтобы обойти его по периметру, понадобится около получаса. Вулкан Вильяррика. Граница областей Араукания и Лос-Риос. Вулкан Вильяррика – одно из немногих мест на Земле, где лед и пламя сосуществуют веками. Это один из немногих вулканов в мире с почти постоянно открытым конвекционным каналом, благодаря чему в его кратере периодически появляется лавовое озеро. Вершина большую часть года покрыта снегом и льдом, а прямо под ними активный очаг магмы, за которым ученые круглосуточно следят через спутники и сейсмографы. Ближайший город Пукон, раскинувшийся у подножья вулкана на берегу одноименного озера, служит удобной отправной точкой для тех, кто хочет увидеть это чудо природы своими глазами. Атакамский гигант. Область Тарапака. На склоне одинокой горы в пустыне Атакама красуется огромный наземный рисунок, который называют Атакамским гигантом.
Его длина около 86 метров. И он представляет собой стилизованную человеческую фигуру с квадратной головой, украшенной лучами. Это крупнейший доисторический антропоморфный геоглиф в мире. По мнению ученых, рисунок создавался местными племенами более 1000 лет назад, еще задолго до расцвета империи инков. Зачем именно, точно неизвестно. Согласно одной из версий, геоглиф мог изображать шамана или андское божество и служить объектом поклонения. По другой версии, он служил астрономическим календарем. Это позволяло прогнозировать сезоны и редкие дожди в одной из самых засушливых пустынь мира. Чили – одна из лучших стран в мире для наблюдения за пингвинами в их естественной среде обитания. Здесь живут несколько видов. Грациозные королевские пингвины на острове Огненная Земля, пингвины Гумбольдта на северном побережье, редкие золотоволосые и папуанские пингвины на южных архипелагах, а также самые многочисленные и харизматичные – магеллановые пингвины, колонии которых разбросаны по всему побережью Патагонии. Но есть одно место, которое затмевает всех остальных – остров Магдалена в Магеллановом проливе. Ежегодно с октября по март здесь собирается колония, насчитывающая около 120 тысяч особей, более 60 тысяч гнездящихся пар. Птицы прибывают на эти берега из Атлантики и Тихого океана, чтобы создать пары и вывести потомство в небольших норах, которые они используют годами. На остров приезжают туристы. Пингвины к людям уже давно привыкли, поэтому не бросают свои важные пингвиньи дела из-за сторонних наблюдателей. Так что люди могут понаблюдать за повседневной жизнью этих харизматичных птиц с близкого расстояния. Национальный парк Торрес-дель-Пайне, область Магальянес. Парк расположен на юге Чили, в Патагонии, самом красивом и малонаселенном регионе Южной Америки. Он получил название от расположенных в его центральной части 3 иглообразных гранитных гор высотой от 2600 до 2850 метров над уровнем моря. В переводе с языка индейцев мапуче Торрес-дель-Пайне переводится как «голубые башни». У подножья пиков раскинулась ледяная лагуна, цвет которой меняется от небесно-голубого до бирюзового. Среди живописных долин парка скрывается водопад Сальто-Гранде. Его мощные потоки с шумом обрушиваются в бирюзовую реку, создавая контраст между суровой каменной архитектурой Анд и живой стихией воды. В западной части Торрес-дель-Пайне раскинулось озеро Грей, ледяное сердце чилийской Патагонии. Водоем питается гигантским ледником Грей, частью южного патагонского ледникового плато. Глыбы льда откалываются от основной стены и медленно плывут по озеру, словно причудливые лодки. Время здесь течет иначе, а весь шум большого мира растворяется в ледяной синеве. Национальный парк Торрес-дель-Пайне – это удивительное пространство. Здесь каждое новое место как отдельный мир. Вы переходите от одного невероятного вида к другому, и все это разнообразие делает парк одним из самых необычных и красивых природных объектов на планете.
Шахтерский городок Сьюэлл, область Либертадор Хенераль Бернардо О'Хиггинс. На крутых склонах Анд, на высоте порядка 2000 метров, находится заброшенный шахтерский городок Сьюэлл. Его построили на заре 20 века для рабочих рудника Эль-Теньенте, крупнейшей в мире подземной медной шахты. Из-за крутизны склона в городе нет улиц для транспорта. Вместо них есть крупная центральная улица-лестница и прилегающие к ней пешеходные дорожки. В период расцвета Сьюэлл представлял собой самодостаточный город, где проживало до 14 тысяч человек. Здесь была больница, школы, кинотеатр, боулинг и даже бассейн с подогревом. Интересно, что алкоголь в городе был официально запрещен. В 1970-х, после национализации медной промышленности, правительство Чили стало переселять жителей Сьюэлла в долину, так как содержать высокогорный лагерь оказалось экономически невыгодно. Тем более была построена современная дорога, соединяющая рудник с долиной. В результате город опустел. Сегодня сюда возят туристов, но только в составе организованных групп. Такая строгость связана с тем, что Сьюэлл расположен на территории действующего рудника. Вулкан Осорна и озеро Льянкиуэ, область Лос-Лагос. Вулкан Осорна часто называют чилийской Фудзиямой. Лестное сравнение с символом Японии он заслужил благодаря почти идеальной конической форме и заснеженной вершине. Хотя Осорна остается активным вулканом, он дремлет уже более 1,5 века. Вулкан расположен между озерами Льянкиуэ и Тодос-Лос-Сантос, каждый из которых представляет собой отдельное природное чудо. Так, Льянкиуэ является вторым по величине в стране. Это озеро ледникового происхождения, поражающее своими сапфирово-синими водами, которые меняют оттенок в зависимости от освещения и времени года. На южном берегу озера раскинулся город Пуэрто-Варас. Главные ворота в этот озерный край. Этот уютный чилийский городок с немецкими архитектурными мотивами и набережной, усеянной ресторанами, давно стал излюбленным местом для путешественников. Кроме того, благодаря своему расположению прямо напротив вулкана, Пуэрто-Варас предлагает уникальную возможность совместить городской комфорт с величием нетронутой патагонской природы. Еще одна достопримечательность у подножья Осорна – это знаменитый каскад водопадов Петроуэ. Одноименная река, берущая начало в озере Тодос-Лос-Сантос, с грохотом несется по узким расщелинам в древней застывшей лаве, пробивая себе путь через базальтовые породы и создавая облако водяной пыли. Висячий ледник в национальном парке Кеулат, область Айсен. В самом центре чилийской Патагонии, на территории национального парка Кеулат, находится необычное творение природы – висячий ледник. Огромные массы льда застыли на краю отвесной скалы, а талые воды образуют два мощных водопада, которые срываются с высоты около 500 метров. Белые потоки прорезают серый камень скал и устремляются в лагуну. Окружают ледник густые вальдивские леса, создавая резкий контраст между вечно зеленой растительностью и холодным бирюзовым льдом.
Остров Пасхи. Область Вальпараисо. Остров Пасхи – одно из самых труднодоступных населенных мест в мире. Он находится посреди Тихого океана примерно в 3700 километрах от побережья Чили, а перелет из Сантьяго до него занимает около 5,5 часов. Но несмотря на такие расстояния, остров Пасхи с 1888 года считается неотъемлемой частью Чили и является одним из главных символов страны. Желающих побывать здесь хватает. Большинство из них прибывает на остров, чтобы вживую посмотреть на загадочные статуи Моаи. Сегодня на острове их насчитывается около 1000. Почти все они высечены из прессованного вулканического пепла в каменоломне вулкана Рана-Рараку. Считается, что Моаи воздвигались в честь умерших вождей или важных членов племени. Современный остров Пасхи – это трава, камни и ветер. Но раньше здесь шумели леса. Почему они исчезли, ученые до сих пор обсуждают. Слишком много версий и слишком мало точных ответов. Но можно утверждать почти наверняка. Человек так или иначе является ключевым звеном в этом исчезновении. Виадук Мальеко. Область Араукания. Ярко-желтый виадук Мальеко, пересекающий одноименную реку, настоящее инженерное чудо. На момент открытия в 1890 году он входил в число самых высоких железнодорожных мостов в мире. Длина моста составляет почти 350 метров. Железнодорожное полотно находится на высоте 102 метра. Изначально его поддерживали 4 колонны, но затем добавили еще 2, чтобы по мосту могли ездить более тяжелые поезда. Виадук и сегодня остается действующим. Долина Луны. Область Антофагаста. Побывать в некоторых местах Атакамы – это словно слетать на другую планету. Одно из самых популярных мест пустыни – Валье де ла Луна, что переводится как «Долина Луны». Свое название она получила не случайно. Эрозия, вызванная ветрами и редкими водами, на протяжении миллионов лет вытачивала из соли, камней и песка эти причудливые ландшафты. Они до боли напоминают инопланетную поверхность с сухими солеными равнинами, острыми скальными гребнями, провалами и полным безмолвием. Архипелаг Чилауэ. Область Лос-Лагос. Архипелаг Чилауэ – это группа островов в Тихом океане в южной части Чили. Главный остров, носящий то же название, занимает подавляющую площадь всей группы. Архипелаг известен своим уникальным сочетанием самобытной мифологии, колониальной архитектуры и природного разнообразия. Отдельно нужно выделить деревянные церкви, построенные в XVII-XIX веках католическими миссионерами. Эти сооружения интересны тем, что в их архитектуре европейские традиции гармонично сочетаются с культурой южноамериканских индейцев. Церкви целиком построены из местных пород дерева, а технологии были заимствованы из кораблестроения. На главном острове сохранилось немало таких церквей, и 16 из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основным поселением архипелага и административным центром провинции Чилауэ является небольшой городок Кастро. Это одно из старейших европейских поселений в Чили и сердце острова Чилауэ. Его архитектурный символ – нарядные домики на сваях, которые местные называют палафитос. Окрашенные в яркие цвета, они стоят очень близко друг к другу и напоминают детские игрушки. Это одно из самых фотографируемых мест Чили.
свое время главной причиной строительства на воде была экономия. Земля на берегу стоила дорого и облагалась налогами, а пространство над водой в приливной зоне считалось ничейным. Бедные рыбаки и мигранты вбивали сваи в дно, чтобы строить жилье бесплатно. Конструкция позволяла рыбакам швартовать лодки прямо под домом или у террасы. Сейчас содержать старый деревянный дом на сваях дорого. Проще и выгоднее продать его под отель или кафе и переехать в обычное современное жилье. Поэтому сегодня в Палафитос это больше туристическая достопримечательность, чем место обитания настоящих рыбаков. Еще одна известная локация острова Чилоуэ – Муэлье де лас Альмас или причал душ. Это всего лишь скромная деревянная конструкция на краю скалы. Но главное здесь не сам пирс, а то, что его окружает. С этой точки открывается захватывающий вид на бескрайний Тихий океан, где мощные волны с грохотом разбиваются о прибрежные скалы. Город Вальпараисо. Вальпараисо – главный морской порт, административный центр одноименной области и культурная столица Чили. Он раскинулся на крутых холмах, амфитеатром спускающихся к Тихому океану. Его символ – хаотичная мозаика разноцветных домов, плотно прижатых друг к другу. Традиция красить фасады в яркие цвета родилась в порту. Моряки использовали остатки корабельной краски, чтобы защитить жилище от морского климата. Исторический центр Вальпараисо – это узкие лестницы, извилистые улочки и старинные фуникулеры, которые уже больше века поднимают жителей к их домам. Здесь архитектура колониальной эпохи соседствует с дерзким стрит-артом. Вальпараисо называют городом моряков и поэтов, а еще подлинной жемчужиной Тихого океана. Мраморные пещеры на озере Хенераль-Каррера, область Айсен. Мраморные пещеры на озере Хенераль-Каррера – удивительной красоты природный памятник, который представляет собой сеть из гротов и туннелей. Вопреки названию, этот ажурный лабиринт природа сотворила не из мрамора, а из древнего известняка. Сами по себе стены пещер светлые, но освещение и уровень воды меняют их до неузнаваемости. Они могут казаться голубыми и изумрудными, графитово-серыми и даже золотистыми. Путь до мраморных пещер – отдельное приключение. Чтобы увидеть их, придется сперва часов 5 ехать по дороге, а дальше туристов ждет короткая поездка на лодке или более медленное путешествие на каяке. Перевал Лос-Караколес, граница Чили и Аргентины. Перевал Лос-Караколес считается одной из самых сложных и живописных дорог в мире. Трасса расположена на чилийской стороне Анд и связывает Сантьяго с аргентинской Мендосой. Главная ее особенность – серия из 29 крутых поворотов петель, во время преодоления которых водителям нужно быть предельно внимательными. Маршрут проходит на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Большую часть года перевал покрыт снегом, а зимой дорогу часто закрывают из-за сильных снегопадов и риска обвалов. Несмотря на все проблемы, Лос-Караколес – важная транспортная артерия, которой отведена значимая роль в торговле между Чили и Аргентиной. Арка Ла Портада, область Антофагаста.
Эта уникальная природная арка находится на севере Чили, прямо на побережье Тихого океана. Издалека Ла Портада может показаться совсем крошкой, но в действительности это внушительных размеров природный памятник. Ее высота составляет около 43 метров, что сравнимо с высотой 14-этажного дома. Ла Портада по сей день меняет форму, так что когда-нибудь верхний свод разрушится, и арка превратится в две отдельные колонны. Город Икике, область Тарапака. На берегу Тихого океана, рядом с пустыней Атакама, раскинулся портовый город Икике. Основанный испанскими конкистадорами в XVI веке, сегодня он стал домом для 300 тысяч человек и важным узлом горнодобывающей промышленности страны. Уникальная особенность Икике – гигантская песчаная дюна под названием Серра-Драгон, что означает «холм дракона». Она является крупнейшей городской дюной на планете. Дюна сформировалась примерно 20 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Ее длина составляет более 4 километров, и при этом она возвышается более чем на 200 метров. Лагуна Санта-Роза, область Атакама. Еще одна жемчужина пустыни Атакамы, которая представляет собой высокогорное соленое озеро, раскинувшееся на высоте более 3700 метров. Озеро укрыло среди бескрайних солончаковых равнин и исполинских вулканов. Вода здесь настолько соленая, что местами образует причудливые кристаллические берега. А ее яркий цвет объясняется высоким содержанием минералов и особых микроорганизмов. На фоне безоблачного неба и дремлющих вулканов лагуна Санта-Роза кажется миражом. Однако это вполне реальное и одно из самых фотогеничных мест во всей пустыне. Вулкан Охас-дель-Саладо. Этот стратовулкан поднимается на 6893 метра над уровнем моря и носит титул самого высокого действующего вулкана на планете. Хотя крупных извержений здесь не случалось уже более 1000 лет. Название Охас-дель-Саладо переводится с испанского как «истоки соленой реки». Отсылка к бесчисленным солончакам, соленым озерам и пересохшим руслам, которыми окружена эта гора. Интересно, что сам вулкан является не только высшей точкой Чили, но и второй по высоте вершиной во всем западном полушарии, уступая первенство лишь аргентинскому Аконкагуа. Водохранилище Эмбальсе-эль-Есо, столичная область. Это искусственное водохранилище, расположенное высоко в Андах, всего в нескольких часах езды от Сантьяго. Главное сокровище этого места – невероятная бирюзовая вода, цвет которой варьируется от небесно-голубого до насыщенного изумрудного в зависимости от освещения и сезона. Деревня Калета-Тартель, область Айсен. Калета-Тартель – чилийская деревня, расположенная между устьем реки Бейкер, самой полноводной реки Чили, и небольшим заливом канала Бейкера. Это один из самых труднодоступных и необычных населенных пунктов Патагонии.
Добраться сюда можно только по воде или по грунтовой дороге, и уже на въезде путешественник замечает нечто странное. В большей части деревни нет привычных улиц, а вместо них деревянные мостки и настилы, проложенные прямо над водой, скалистыми берегами и приливной зоной. Транспорта здесь нет в принципе. Въездная дорога доходит только до верхней части деревни. Местные жители и туристы передвигаются исключительно пешком. Дома возведены на сваях из местного кипариса. Это позволяет выдерживать сильные приливы, когда вода заходит прямо под строение. Скрытые лагуны Балтиначе. Область Антофагаста. Лагуны Балтиначе – это система из 7 бирюзовых соленых озер, затерянных в пустыне Атакамы на высоте около 3000 метров. Главная их особенность – настолько высокая концентрация соли, что вода позволяет купающимся невесомо держаться на поверхности, словно в мертвом море. Чтобы сохранить хрупкую экосистему, купание разрешено только в первой и последней лагунах. Геотермальное поле Эль-Татио, область Антофагаста. На высоте 4300 метров в Андах находится Эль-Татио, третье по величине гейзерное поле в мире и самое большое в Южной Америке. Уступает оно только собратьям из США и России, Йеллоустонскому и Камчатскому соответственно. На рассвете, когда температура в Атакаме падает ниже нуля, кипящая вода из-под земли встречается с ледяным воздухом. Возникает эффектный лес из столбов пара высотой в несколько десятков метров. К 10 часам утра солнце достаточно прогревает пустыню, пар становится прозрачным, а пейзаж куда менее драматичным. Национальный парк Кангильио, область Араукания. Национальный парк Кангильио – это место, которое славится эффектными доисторическими пейзажами. Неудивительно, что именно здесь снимали культовый документальный сериал «Прогулки с динозаврами». Над всей территорией доминирует вулкан Льяйма, один из самых активных в Южной Америке. Его мощные извержения на протяжении веков меняли местность, создавая сюрреалистические поля застывшей лавы. Контраст между угольно-черным камнем и белоснежной вершиной вулкана – визитная карточка парка. Главное местное сокровище – Араукария чилийская. Это хвойные гиганты с колючими ветвями лапами достигают высоты 50 метров. При этом они способны прожить более 1000 лет. Кроме того, араукария – это реликтовое растение, которое существует на Земле уже около 200 миллионов лет со времен динозавров. Именно они в сочетании с красивейшими лагунами и величественным вулканом придают парку такой фантастический вид. Город Канкон, область Вальпараисо. В центральной части Чили на побережье Тихого океана расположился город Канкон. Это один из ключевых промышленных центров страны, где находится крупный нефтеперерабатывающий завод ИНАП, имеющий огромное экономическое значение для всего региона. Несмотря на это, его прибрежную часть сложно назвать промышленным городом. Главной природной достопримечательностью Канкона являются песчаные дюны, резко контрастирующие с бескрайней синью океана. Эти дюны, достигающие высоты до 100 метров, стали настоящей меккой для местных туристов, которые приезжают сюда заниматься сэндбордингом.
Сам Канкун при этом живет своей размеренной жизнью, славясь великолепными пляжами и легендарными ресторанами морепродуктов, куда чилийцы специально приезжают из Сантьяго на выходные. Архипелаг «Огненная земля». Архипелаг «Огненная земля», расположенный на самом юге Южной Америки, это удивительный край, где переплелись суровая природа, богатая история и уникальная география. Архипелаг включает в себя главный остров Исла-Гранде, площадью около 48 тысяч квадратных километров, и более 40 тысяч мелких островов, островков и скал, разбросанных по бурным водам. Главный остров разделен между Чили и Аргентиной. Западная часть, около 60% территории, принадлежит Чили, а восточная – Аргентине. Чилийская часть огненной земли – это край, где главным городом и административным центром является Порвенир, расположенный на берегу Магелланова пролива. Город был основан в 1894 году в разгар золотой лихорадки. Сейчас же город живет в основном овцеводством, рыболовством и за счет присутствия чилийского армейского полка. Огненная земля манит путешественников своей первозданной красотой. Но история этого края овеяна драматизмом. Задолго до прихода европейцев здесь жили индейцы-яганы и селькнамы, чья культура была практически уничтожена с началом колонизации. Сегодня огненная земля остается одним из самых труднодоступных и загадочных мест на карте мира. Притягивая искателей приключений ощущением края света, где заканчивается все привычное и начинается бескрайняя Антарктика. От засушливой Атакамы до ледяной Патагонии. От ярких улочек Вальпараисо до покинутых жителями городов-призраков. Чили – страна, с которой сложно расстаться. Ее многочисленные чудеса завораживают и восхищают. Ими хочется любоваться бесконечно. На этом все. До встречи в новых удивительных уголках нашей планеты.